Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. По восточному календарю на смену синему водяному тигру придет год черного водяного кролика или кота. А почему вообще зайцы или кролики удостоены такой чести, что им посвящен целый год? Дело в том, что по китайским поверьям на Луне живет лунный заяц, который толчет в огромной ступе эликсир бессмертия. Именно его мы видим на лунном диске. Еще часто упоминают, что год посвящен кролику или коту. А почему такое разночтение? Это во вьетнамском календаре кроликов заменили кошками, потому что кролики не обитают на территории Вьетнама. Поэтому, мои дорогие, отбрасываем все суеверия и сомнения. Именно черные коты или кошки становятся самым счастливым талисманом 2023 года. А что делают эти милые животные? Мирно сидят по норкам или дома в тепле и уюте, сытно едят и спят на диване. Правда, иногда лезут на вершину дерева, там сидят и грозно орут. Ой, что-то у меня получился целый астропрогноз на год. Но кот на диване гораздо лучше грозного тигра на охоте. Вы, конечно же, уже поняли, что сегодня будем радовать наших домашних любимцев. Шьем для них домик. Те домики, которые есть в продаже, продаются по космическим ценам. Всю конструкцию этого домика придумала сама. Подсматривать было просто негде. Тем более, что при пошиве хотелось обойтись доступными материалами и не покупать что-то дополнительное. Ткань у меня очень красивая, бязь с рисунком под лоскутное шитье. Сразу же про размеры. Готовый домик в основании будет 40 на 40 сантиметров. Ткань у меня шириной 1,5 метра, длина 1 метр. Отрезаем кромки и выкраиваем полотно размером 83 сантиметра на 1 метр. Складываем его вдоль пополам. Дальше прошиваем, делим поперек на фрагменты по 10 сантиметров шириной. С краев делаем по 2 строчки. Одну на ширину лапки, другую на 1,5 сантиметра от края. Зачем это надо, потом поймете. Дальше, наверное, самый сложный процесс. В эти трубочки набиваем наполнитель. Это могут быть обрезки синтепона, холофайбера. Не обязательно новым. Вы можете обновить свои подушки. И постарайтесь, чтобы в самой дальней части наполнитель был набит туго. Тогда конструкция будет хорошо держать форму. Когда набиты все трубочки, зашьем оставшиеся отверстия. Рекомендую также прокладывать 2 шва, как и до этого мы прошивали по бокам. По такому же принципу изготовим еще 2 детали. Одна деталь будет шириной 41 сантиметр и высотой 15-20 сантиметров. Это будет передняя часть. И такой же ширины, но высотой примерно 35 сантиметров задняя. Из плотной ткани, у меня это темно-синяя диагональ, выкроем дно с учетом припусков на швы 41 на 41 сантиметр. К нему с 2 сторон пришьем заднюю
и переднюю части. Сразу же обработаем или зигзагом, или на оверлоке эти швы. А дальше уже будем присоединять, пришивать крышу. Ту самую большую деталь, которую мы так долго шили в начале видео. Кошкин дом получается большой. Уже сложно его показывать в кадре, но постараюсь объяснить. Заднюю часть мы выкраивали прямоугольником. Трубочки набили наполнителем и оставили их незашитыми. А сейчас, когда пришиты боковые части, проведем примерку и закруглим края. После того также зашьем и открытые срезы на швейной машинке. И приступим к окончательной сборке. Сначала пришьем эту заднюю часть к бокам крыши иголкой с ниткой, а уже потом прошьем на швейной машинке и обработаем открытые срезы. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему мы оставляли такие широкие припуски на швы и прокладывали по 2 строчки. Трубочки плотно набиты, и иначе будет очень сложно прошить эти соединения на швейной машинке. Тем временем готовим самую простую подушечку размером 40 на 40 сантиметров. Ее мы будем вкладывать внутрь домика. Ткань можно взять любую, но у меня нашелся кусок флиса для милого дружка и сережку из ушка. Когда наш домик полностью собран, пришиты и задняя, и передняя части к полукруглой боковой и обработаны все внутренние швы, мы просто выворачиваем всю конструкцию. Готовую флисовую подушечку вкладываем внутрь домика, все тщательно расправляем. И вуаля, все готово. Можно проводить примерку. Кошкин дом готов. Надеюсь, что такой домик придется по вкусу вашим домашним любимцам. И кошечкам, и маленьким собачкам. Внутреннюю подушечку можно вынимать, и поэтому стирать изделие становится очень просто. А в случае необходимости ее легко заменить. Вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте и ни в чем себе не отказывайте. Все шьют талисманы года, котов или кроликов, а мы сшили целый дворец. Да-да, взятка хозяину года в особо крупном размере. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на Дзен. В моих группах вы можете выложить фотографии своих работ, спросить совета, поделиться опытом. И, конечно же, подписывайтесь на все мои каналы, чтобы быть в курсе новостей. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!